Здравствуйте, товарищи, это Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра». У меня в гостях Евгений Юрьевич Варшавский, директор Института прикладной футурологии, замечательный человек и прекрасный собеседник, юрист и историк, и вообще знаток человеческих душ и нашего скорбного мироустройства. Это наша вторая встреча, и я хочу, до того, как вы со всеми оздороваетесь, огорошить вас и поговорить о внушенном рабстве. О том, что мы живем в крайней несвободе, и о том, что по базису человечество предметно сходит с ума, идет к гадалкам, колдунам, прорицателям, кому угодно, но только не в реальности. И у нас, и за рубежом, везде. Ну, есть отдельные островки. Островки удачного гадательного искусства? Нет, вот которые от этого свободны. Это часом не этот ли островок? Нет, это островок, Спасибо. где живут, собственно, операторы этого глобального дискурса. Расскажите нам. Простите, ради бога, за эту поганую терминологию. Ничего поганого в ней не вижу. Прекрасная терминология, которая характеризует некий островок. Осталось только нам список пофамильный, где он находится. Да, как это самое... Мы же не можем, как дети капитана Гранта по 37-й, там, что они двигались, параллели, да? По параллели. Это По меридиану сложно, там две шапочки. Да. А по 37-й мы будем ползти 1,5 года, как они. Ну да. Не скажете. Понимаете, у нас, собственно, основная проблема в том, что по сей день у нас живо сословное общество, только сильно замаскированное под демократию и прочие красивые слова, а в реальности, вот как было голимое средневековье с королем Артуром, так это все и осталось. Только короля у нас нет. Вот, потому что люди поняли, что в публичном пространстве холодно, претензии предъявляют, требуют отвечать за последствия, а этого крайне не хочется. Поэтому проще поставить в публичное пространство кукольный театр с клоунами, вот, их не жалко. А Карабас-Барабас? А Карабас-Барабас, не боимся очень вас, но он там вот за спиной вот это самое дергает. И он никакой не мучитель, а только наш добрый учитель. Вот я же сказал, что вы знаток человеческих душ, и я забыл добавить, что это вы... Карло Коллоди. Я забыл добавить, что вы большой гуманист и человек исключительно оптимистического меня в взгляда на концлагере жизнь. так и звали, Добряк Ганс, я помню. Отлично. Сегодня день откровений. Завтра, кстати говоря, затмение. Так что вот эти самые люди, которые являются прорицателями, колдунами и указателями смысла в жизни, рекомендуют с завтрашнего числа и по 28 вообще ничего не предпринимать. Что вы сделали? Ничего. Это самое лучшее. Ага. Но ведь мы действительно живем в тотальной несвободе. Если это настолько популярно, если это стремительно нарастает как тренд и у нас и за рубежом, если люди тратят на это бешенючие деньги, значит они в принципе реальность уже не могут ни акцептовать, ни принять, ни вынести. Ну, понимаете, условно желание переложить ответственность на вышестоящего, оно, в общем, в человеческой психике базовое. Есть такое. Ну, потому что тащить на себе тяжело. Это неплохо и нехорошо, это зависит, в общем-то, от ситуации. Другой вопрос, что ситуации управляют те, кого, в принципе, близко подпускать к этому процессу нельзя. Вот, потому что попытка рулить общественными интересами, вот таким, в глобальном или хотя бы в национальном масштабе, вот в свой частный карманчик, эта идея очень плохая. Она крайне выгодна, собственно, бенефициариям, но в целом для общества она губительна, потому что средневзвешенная рентабельность этой системы, если ее брать в целом, а не, так сказать, вот конкретно по бухгалтерской прибыли, она строго ниже нуля по рентабельности. Вот, то есть эти системы не жизнеспособны. В принципе, они имеют какой-то ресурс, условно говоря. Грабеж хороший первый раз. Вот набежал, всех ограбил, у тебя есть неделя кутежей в самых дорогих ресторанах. Второй раз ту же самую территорию вы так успешно не ограбите. Потому что люди, которые там живут, которые там все это наработали, они все это видят, они либо опускают крылья, и, соответственно, там уже особо ничего нового не растет, либо тратят некоторый ресурс на оборону. Ты радостный такой налетаешь, а тебе совершенно невежливо, прямо вот поперек морды, вот чем тяжелым железным с шипами. И вместо ресторации отползаешь с потерями.
Да, либо там же тебя и закопают. То есть вот общество, ну, точнее экономика, построенная как в базе как системный грабеж, она потому вот такая корявая и есть. Вот, фасад наскрести нет проблем. Вот чего витрину оформить? Научились. Не то, что научились. Собственно, единственное, что хорошо производит капитализм, это впечатление. Вот. В витрине очень хорошо жить, особенно как, так сказать, долго и счастливо, но для того, чтобы витрина жила, надо грабить всех остальных. Вот, собственно, феодальное общество, оно не просто бедное, оно нищее. Там ресурсов целой страны хватает максимум на один королевский двор. И какое-то количество всяких там графов и баронов тоже, так сказать, не очень больших по численности. Условно говоря, вся аристократия в прыжке, значит, с табуретки на коньках и в цилиндре, ну, это где-то 1,5% населения. Из них большая часть аристократии такие же нищеброды, только с перьями. Вот, потому что если посмотрим, вот, условно говоря, хотя бы литературу историческую, фильмы хорошие на эту тему, там достаточно хорошо видно, что тот же Д'Артаньян пришел в единственной шляпе, когда у него другой не было, и, в общем, не по последней моде, значит, одетый. И если бы неудачное стечение обстоятельств, то... Ну да, то есть, собственно, у него первые конфликты, значит, как раз по поводу не совсем авантажного внешнего вида. И Портос он тоже задел. У тебя какая красивая перевязь, а покажи-ка со спины. Вот, выяснилось, что там ни хрена такого нет, туда пистолей не хватило. Вот, то есть сама система, построенная на грабеже, как основе экономики, она вот к этому и приводит. Вот можно награбить на Королевский дворец, там на Версаль, где будут балы, оленей парк и прочая пиротехника. Все очень зашибись, но все остальные смотрят на это, в общем, нехорошими глазами. Даже, собственно, ближайшее окружение. Вот, это порождает системную социальную нестабильность. Вот так вот. Я сомневаюсь, что в Средневековье употребляли эту терминологию, но смысл был тот же самый. Да, это безусловно так и есть. Говоря о сегодняшнем дне, мы вот тут пытаемся через эру донести смыслы, и сегодня вот рассуждали с утра об этом и говорим о том, что здорово провести бы соцопрос. Все касаемо внушенного рабства, состояния внутреннего, внешнего, ментального рабства. Провести бы соцопрос и задать людям вот такой вопрос. В создании какого мира вы готовы участвовать? То есть того мира, который вам потребен. Вот вам сегодняшний не подходит. Вы идете там куда угодно, что угодно, лишь бы там глаза закрыть. Я заранее могу предсказать результаты, это не очень сложно. Социология как наука, если ее таковую считать, по крайней мере в нескольких кластерах она этот статус подтверждает, вот она, собственно, выявила и опытным путем, так сказать, эмпирически на практике, так сказать, с научной точки зрения, что людей с лидерскими качествами порядка 4% от популяции. Вот альфа-самцов таких. Кстати, альфа-самец вовсе не высший тип, так сказать, человеческой психики. Просто по той причине, что альфа-самец как концепция, вот, как психотип, она сформировалась в дочеловеческую эпоху. А сложный социум требует немножко другого. Понимаете, король, ну, правитель, вождь, от вожака племени отличается принципиально. Не в смысле косматости, могучести, значит, альфизма, мачизма и прочего. Это как раз на самом деле ушло на второй план с появлением цивилизации как вот уровня развития человечества. В цивилизации появился феномен социальный, который напрочь отсутствует и в животном мире, и у диких людей, которые до цивилизации не доросли. Ну, в смысле, первообычного общинный строй. Да. Это иерархия альфа-самцов. То есть сложная структура, ну, возьмем для простоты армию, чтобы не забивать голову деталями. Вот армия. Командир батальона альфа-самец по статусу. У него 300 или там 600 человек в подчинении, он главный, он командир. Слово царя, слово тверже сухаря. Но ниже него командир роты. Ровно такой же альфа-самец, который подчиняется командиру батальона. И командир отделения или да. Взвода а тоже. Выше командир полка или командир дивизии, они выше, чем выбранный нам за базу командир батальона.
То есть один человек в одной голове должен совместить вещи, которые в живой природе или в диком племени не существуют. Ты одновременно альфа-самец и за все отвечаешь. И с другой стороны, ты же подчиняешься. Потому что есть высшая цель, потому что батальон не сам по себе, он в составе регулярной армии. То есть это совершенно другая психологическая конструкция, которую классическая альфа-самец выполнять не может. Потому что в его психотипе, вот миллионам лет эволюции, накрепко забит гвоздь. Он никому не подчинен. Вот. Это исключает сложный социум. То есть, если классический альфа-самец, соответственно, станет условным королем, это для популяции, для королевства будет плохо. Потому что король должен рулить не только в свой мачизм и в свою альфость, он должен служить королевству, развивать королевство, то есть подчиняться общим интересам. Я сейчас вообще о монархии говорю, если что. Вот. С демократией отдельная песня. Но хороший король – это король, который подчиняет свое поведение, свою деятельность интересам королевства. Потому что в его уже менее тупой тыковке, чем у альфа-самца, есть понимание, что хорошее, богатое, сильное королевство – это его ресурс, это его выгода. Вот до этой мысли нормальному альфа-самцу, у которого доминанта – это, извините, доминантность, прошу прощения за тавтологию. Не, нормально как раз. Вот, но если вы озабочены исключительно своей харизмой, своим этим самым, своей доминантностью, что вы должны всех покорить, всех нагнуть, все такое, это работает в животном мире, это работает в пещерах, это перестает работать в цивилизации. Там король, если вы заметили, вот посмотрите художественные фильмы, литературу почитайте, посмотрите, как выглядит хороший король, правитель, который компетентен, который хорошо работает. Это отнюдь не мохнатое чудовище с дубиной, и вот все в мышцах, и вот такое. Нет. Это Юлий Цезарь, это такой не очень крупный мужчина, лысенький. Вот, по сравнению с каким-то Аленом Делоном или там этим самым Шварценеггером, ну просто вот сопля. Но он Цезарь. Абсолютно. От него, от его имени пошел целый титул, укоренившийся во всей Европе. Цезарь, царь там. И так далее. И все такое. Монарх, то есть, да. И посмотрите просто на фактуру нормальных руководителей. Великий Владимир Ильич Ленин, опять-таки, вот посмотрите на косматого мачо и посмотрите на Владимира Ильича. Это при том, что характер и волю Владимира Ленина можно было спокойно рельсы гнуть. То есть то, что он, наверное, не мог согнуть, там, условно говоря, штангу и завязать ее узлом-бантиком. Или кочергу. Или там кочергу. Я не уверен, что он эти подвиги совершал. Но для того, чтобы быть лидером какого-то общественного движения, а потом и главой государства, да. Вот завязывание кочерги бантиком не является необходимым условием. Умеешь – хорошо. Вот, в конце концов, наш государь Александр III как раз кочергу завязать мог. Да. Это ему не мешало править Российской империей. То есть это как опция годится, а вот как базовое качество альфы не определяет. И, собственно, вы начали с рабства. Вот как раз рабство, в том числе внушенное, и вообще рабство как концепция социальная, не столько как экономический уклад, потому что с ним все было ясно еще 3000 лет назад. Рабство, если кто не знает, нигде и никогда не было не то что единственным, но даже базовым экономическим укладом, потому что экономика в этом режиме работать не может. Поэтому рабовладельческое общество обычно фокусируется на холопах. То есть вот у нас есть двор, дворянский, там, королевский, баронский, там, герцогский, без разницы. Вот там холопы, в смысле рабы, зависимые, вот, они в полный рост. Ты хочешь хорошо показать, вот посмотри, типичный раб. В Америке вообще хорошо, потому что они еще и по цвету отличаются. Вот. Но, не перепутаешь. В нормальном экономическом укладе рабство тупо нерентабельно. Даже когда вот читаем учебник, смотрим, какой основной экономический уклад в каком Древнем Риме или Древней Греции. Арендное земледелие. Арендатор не раб. Да, он конечно. очень похож.
но не совсем. Крепостной крестьянин тоже не совсем раб. Более того, наиболее успешное феодальное общество там, где у работников самого низкого звена есть мотивация. У раба мотивации нет. У него есть гарантированный риск, миска риса, без которой он тупо сдохнет. И все. И что ты с ним сделаешь? Ну ладно, вытащишь его за цепь на шее, яму копать. Ну, пока надсмотрщик рядом стоит, он яму копает. Надсмотрщик у вас сколько? 1 на 10? Вот. Чтобы заставить 10 идиотов работать, нужен один высокооплачиваемый специалист. На 100 уже нужно 10 надсмотрщиков, один старший надсмотрщик, который получает больше, чем все перечисленные вместе взятые. Эта система схлопывается экономически сама по себе. Не нужны враги, не нужен Ленин, не нужен там Роберт Оуэн и прочие борцы за свободу. Вот. Без их помощи эта система схлопывается сама ниже уровня рентабельности. Это нишевая такая вот зона экономики, где рентабельно выгодно, где рабство выгодно. Условно говоря, для того, чтобы обслуживать простое и примитивное, например, там хозяйство, вот это слуги. Слуги, кстати, такие очень интересные рабы. Вот. Более того, есть статус... В пограничных состояниях. Да, есть, например, абсолютно реальный статус, который формально рабский, а я бы, например, бы согласился. И вы бы, наверное, тоже. Какой же? Объясню. Вот берем... Мажордом? Почти угадали. Ну, кстати, даже и совсем угадали. Потому что вот какое-нибудь древнеримское поместье – это... Охеренный латифундия – это хозяйство, которым надо управлять. Да. Мажордом – управляющий. Ну, вы назвали термин мажордом, он не совсем точен, он чуть-чуть поменьше. Да. Управляющий. Вот этот управляющий отвечает за целое хозяйство. Это топ-менеджер на современные деньги. Его формальный статус – раб. Почему? Это вопрос трудовых отношений. Раб не сбежит, его нельзя переманить. Потому что управленец высокого класса, вот человек справляется с управлением обширным поместьем, где лошади, работники, земли, соседи, полиция, налоги и вся прочая хрень. Урожай, продажа урожая и прочие межличностные внутри. То есть человек, который это поддерживает в рабочем состоянии и дает прибыль, это сладкий сахар, это золотой кадровый фонд. Наверняка он получает предложение. И совершенно, может. Да, и соседние Нобели с такими же проблемами, у которых хуже управленцы, а хороший управленец, не дадите мне соврать, большая редкость и большая ценность. О, соглашусь. Вот. И, соответственно, соседи Нобели говорят: айда ко мне. А он раб, его нельзя. И, кстати, по тогдашней практике, когда этот самый раб с цепью на шее, значит, в рубище, но у него, правда, дом ничем не хуже, чем у самого, ну, в смысле, условия жизни не хуже, чем у самого хозяина, потому что управленец не должен жить в землянке. То есть у него, если и есть цепь на шее, то она золотая, скорее всего. Скорее просто кольцо. Да, вот, то есть, ну, чтобы все видели, что он типа раб, вот, но его даже отношение к нему, даже соседних Нобелей, уважительное. Это топ-менеджер соседнего владения, где хозяин такой же, как я. И хамить его старшему управленцу – это не совсем правильно. Тем более этот управленец может быть богаче тебя, хотя ты наследственный землевладелец, а он наемный раб. Наемный раб хорошо сказал. Вот. И еще он управляет колхозом вот, миллионером. Вот когда он заканчивает свой трудовой путь, ему дают вольную свободу, то есть дают его официальный документ, что он свободный человек. И отпускают умирать. Да, и он на пенсии вот живет в очень приличном доме, тоже не у каждого Нобеля такой есть. Вот, и это нормально. Во-первых, потому что он уже не нужен, то есть его уже никто не переманит, он же старенький. Вот, но не отпустить его для хозяина неправильно. Почему? Потому что если один не отпустил, значит, и все остальные могут не отпустить. Значит, у всех остальных мажордомов, у остальных хозяев, этих управленцев, будет другая мотивация, пониже.
То есть к этому фраеру, который не отпустил своего, значит, управляющего на пенсию, ему просто покажут невидимый такой волосатый кулак. Ты что делаешь, скотина? Вот ты сейчас вот тут устроил, значит, это торжество законности и не отпустил раба. А мой собственный управленец на меня вот смотрит такими глазами. Ты такой же осел и такой же подонок? Я не хочу, чтобы меня так смотрели, и мне такие слова говорили даже про себя. У него просто на лбу написано, у него такое табло такое жидко-кристаллическое. Уже тогда было. Да. Специально, чтобы мысли читать. Да. Так вот, скажите мне, пожалуйста, нынешние топ-менеджеры рабы? Да нет. А нынешнее внушенное рабство того, что человек все равно ощущает себя тотально несвободным, оно превосходит по масштабам ту самую некую часть экономического уклада, пусть даже и древнего общества. Здесь не разобраться без динамики. У нас не существует стабильных социальных систем, они все в динамике, все это самое, как-то движутся. Проблема нынешнего экономического устройства, которое считает себя победителем на всей планете, как будто бы, да, оно термодинамически неравновесно и сжирает себя само. То есть нормальная социальная система, структура, род, племя, семья, ну, семья не подходит, род, то есть продленная семья. Род, да. Вот, устойчивая социальная система теоретически бессмертна. То есть она не схлопывается по внутренним причинам. Род человеческий, расширенная семья, то есть племя, оно может жить бесконечно. Потому что люди воспроизводятся, нет генетического вот этого барьера, оно достаточно большое, то есть есть возможность, так сказать, избежать вырождения. Да. Есть вариации, есть какие-то внешние пересечения, да. Но ядро удерживается, этого достаточно. Да, пока окружающая среда стабильна, племя будет жить вечно. Да. Изменятся условия, оно может либо расшириться, либо сдохнуть. Ну, засуха, все растения вымерли, куда тебе деваться, у тебя нет. Но нет. это уже внешний фактор. Совершенно верно. Это не внутренний фактор племени, да. Вот. Само по себе племя достаточно большое, там 1000 человек, 2000 человек. Ну, когда вот хватает, там, собственно, в племенах практически всегда есть социальные инструменты, которые, значит, вот, обезопашивают. Служат генетической безопасности. Например, разделение племени на брачные классы. Я в одном брачном классе, я могу взять себе пару только в другом. Это исключает близкородственные браки. То есть это буквально продумано, я понял. Да. Если племя еще меньше, классов будет 4. И опять же внешние некие... Да. Ну, если мы изолированы, но меньше 4 классов не бывает, брачных классов, потому что слишком маленькое сообщество, там уже бессмысленно делить. Мы даже из разных противоположных брачных классов все равно близкие родственники. Слишком маленькое племя. Но вот, условно говоря, в средних племенах по размеру это работает. То есть люди, не обладающие высшим образованием и пониманием генетики, опытным путем выяснили и вот такие механизмы придумали. Этим механизмам 1000 лет, они старше цивилизации. Вот. И, соответственно, такие устойчивые системы, родоплеменные, они живут в гомеостазе, вот, они живут в единении с природой. Вот, пастораль такая. Ничего там пасторального нет, жить там тяжело, в общем, достаточно. Жить там тяжело крайне, но они по крайней мере, балансируют на... Вот этот самый тест они проходят. Расширенная семья, сирич, род и племя, они устойчивы настолько, что если внешние обстоятельства, внешние условия стабильны, они воспроизводятся вечно. Вот пока солнце светит. Вот в 50-х годах в Южной Америке нашли племя Тасадай-Манубе, а его никто не знал, вот внезапно открыли. Ученые выяснили, там, по своими научными методами, что этому племени лет 50 тысяч лет как минимум. Это правда? Ну, они там посмотрели, там, радиоуглеродное, там, это, то есть несколько десятков тысяч лет племя существует вот в этом самом виде. В перьях, с кольями, в юбочках из листьев. Вот. То есть они живут дольше цивилизации, собаки. Дольше цивилизации. Они не способны к развитию. Меня это и повергло в ужас. Вот. Но условия стабильны,
Сельва никуда не девается, местные съедобные животные никуда не исчезают, хищники держатся в рамках. Что не жить? Генетика позволяет вам воспроизводиться, потому что племя достаточно большое. Вот. Развиваться вам некуда, вы слишком маленькие, но вы стабильны. Сейчас вот это племя втянули уже в цивилизацию большей частью, но тем не менее. Ну, понятно. Вот. То есть это, кстати, критерий вплоть до современности и в будущем будет действовать. Если вы способны построить систему, не имеющую вот этого ограничителя, то значит ваша система имеет право на существование. Вот система племенная, родоплеменная, этот тест проходит. Она платит за этот тест принципиальным отсутствием возможности для развития. Ну, то есть, если случится какая-то вселенская катастрофа, то племена по Штерну, то, что мы постоянно обсуждаем на Авроре, то племена такого рода выживут. Они укатятся туда, в неолит, но и там будут довольно стабильны. Если не ухудшатся еще ниже условия. Это да, безусловно. Да. Это уже внешние факторы. У них отсутствует цивилизация, если рассматривать цивилизацию как инструмент преобразования природы в своих корыстных целях. Да. Вот, потому что человечество преобразует природу именно посредством цивилизации. Просто люди сами по себе, без того, что называется культура и цивилизация, они преобразовывать природу не способны. Нет, они в ней могут выживать. Только могут как-то в ней выживать а именно и мы балансировать. пошли по пути технологической цивилизации. Мы не совершенствуем биотехнологии, мы не выводим из себя всяких монстров и франкенштейнов, которые могут побеждать природу, так сказать, силой организма. Голыми руками. Вот. Мы пошли по пути технологической цивилизации и, в принципе, можем обеспечить выживаемость, и не просто выживаемость. Выживаемость хорошо, это еще племена умели. Цивилизация позволяет осуществлять то, что называется развитием и прогрессом, в том числе научно-техническим, в том числе социальным. Задача социального прогресса – построить такую структуру общества, которая будет отвечать первому критерию, то есть не схлопнется сама по себе. И второе, она должна обеспечить развитие. Вот из известных в истории социальных систем, отвечающих обеим критериям, мы знаем одну – это социализм. Советский Союз был вполне в состоянии существовать вечно, ну, я еще раз говорю, вот, если ему не мешать снаружи, он может существовать вечно, он может воспроизводиться, и одновременно он может осуществлять развитие и экспансию в космос, в глубины океана, куда природа позволит. Угодно, да. То есть нет внутренних ограничений. Если не мешают. Нам мешали системно. Дело даже не... опять вопрос масштаба. Социалистические эксперименты происходили и до Советского Союза. Самый известный – это Парагвай. Это вот сам... ну, по крайней мере, он уже в публичное пространство вошел достаточно плотно. Уже даже в фантастике есть целый жанр про Парагвай. Что будет, если подкрутить гаечки в нужную сторону. Вот. Это, тоже, это называлось официально иезуитские редукции, потому что первоначальный толчок был сделан как раз Ватиканом. А главные операторы сложных политических, геополитических, социальных задач, у них вот специальный орден для этого дела существует, они называются иезуиты, кто не знал. Вот у них очень интересный функционал. Они не только Богу молятся, у них несколько... Они еще и делом занимаются. Более интересные занятия у них есть. Прекрасно. Вот. Но и парагвайский вариант, и другие попытки создать социалистический социум показали, что масштаб рулит. Парагвай, когда продемонстрировал преимущество социалистической системы управления и экономики, он пережил больше десятка интервенций. Отбивался, условно говоря, лопатами и мотыгами, что у него там было. Ну да. Вот. Было 2 военно-морских, извините, военно-речных операции. Ну, река Рио-Гранде не очень большая, туда авианосец не очень. Вот, ну, чем было там это самое? Их тупо задавили снаружи нормальной вооруженной интервенцией.
Парагвай пережил один из страшнейших геноцидов в новом времени. Было уничтожено более 90% взрослого населения Парагвая. И до сих пор, по сей день, попытка сказать плохое слово в Асунсьоне в адрес, допустим, Римской католической церкви, конкретно иезуитов, может закончиться избиением ногами. Прямо там на улице. Там авторитет людей, которые показали им альтернативную экономическую и политическую систему, он жив до сих пор. Но они не идут по этому пути. Извините, эффект масштаба. Да, согласен. И, собственно, люди ждали, условно говоря, Первой мировой войны, чтобы найти территорию, где устроить еще один эксперимент, но уже в масштабе побольше. Потому что Российская империя не совсем Парагвай. Я сейчас не о качестве людей, потому что люди в основе своей приблизительно одинаковы. Что индейцы Гуарани, что великобританцы, что американцы, что русичи природные. Как ни парадоксально, мы идентичны не только генетически, в смысле мы вот один биологический вид. У нас еще очень много чего в психологии, в том числе в коллективном сознании, в коллективном бессознательном. Вот. Попытки, соответственно, попилить эту конструкцию и обосновать, что человеки не равны, вот у нас есть белые люди и быдло ушастое, вот эта концепция, собственно, имеет неустранимый недостаток в том, что она не способна жить вечно сама по себе. Это да. Она обязательно сожрет сама себя. Вот. Собственно, это вот вступительное слово. Прекрасно. Так вот, чувствую, у нас затевается цикл, как мы и планировали. Так вот, все-таки про внушенное рабство. Для того, чтобы сделать шаг к новой попытке нового цивилизационного уклада, нового мироустройства, не миропорядка, мироустройства, то, о чем, собственно, говорит Эр, нужно освободить значимую, большую, не знаю, как это сказать, часть населения от внушенного рабства. Внушенное рабство – это вот эта социальная подавленность сегодняшнего дня, как я это понимаю. Это не способность к действию, это не способность увидеть мир другим, там, без судного процента, без финансового давления, увидеть мир высоких целей и грандиозных проектов. Как это? Мы немножечко уходим в детали. В детали, хорошо. Давайте поднимемся выше. Давайте все-таки даже опустимся пониже к фундаменту. Но это и есть как бы выше, да, в базе. Два типа обществ, в принципе, существуют. Почему два, а не 8 или 16 или еще сколько-то, или там 3, например? Два. Потому что два приоритета в человеческой психике, возможно, теоретически. Приоритет общего над частным или наоборот. При этом в чистом виде не тот... Собственно, это все. Да. Именно поэтому типов два. Как Старый Новый год. У нас личное и общественное. Да, вот. Потому что нигде никогда не будет общества, где один приоритет уничтожил полностью другой. Представьте общество, в котором победил частный интерес. Оно технически невозможно, потому что абсолютный приоритет частного исключает общественное как таковое. Вообще. А общество, построенное исключительно на общественном интересе, это разумный океан Солярис. Хорошо. Вот. Прям хорошо. Мне туда не хочется. Я не хочу быть нейроном или этим самым аксоном в большом мозгу. У меня там личности не будет. Воспроизводя, так скажем, главные болевые точки тех, кто болтается на моей орбите. Да, то есть Солярис – это не идеал развития общества как такового, это какой-то выхолощенный, что называется, экстремум. Так, как и цивилизация муравьев по Саймаку. То же самое. Дело в том, что почему общество муравьев, цивилизация муравьев ущербная принципиально, как и Солярис. Почему? Общество, модель человечества, то есть куча разумных субъектов, 8 миллиардов, и социум, то есть надсистема, сверхсоциум, сверхцивилизация, кучу терминов можно придумать. Сверхцивилизация имеет минимум 3 базовых толкования, мы даже лезть туда не будем. Короче говоря, почему это наиболее оптимальный вообще формат, модель? Потому что если у вас модель муравейника, у вас разум вот здесь вот, в центре,
у этой самой у муравьиной матки. Да. Все остальные тупые исполнители, Ну, юниты. функционал, да. Значит, у вас вычислительные мощности вашего интеллекта ограничены, условно говоря, в пределе одним мозгом. Я вас уверяю, два Не- мозга лучше, чем Не один. из чего связать Совершенно систему. верно. Они просто выполняют. Им можно передать какие-то функции, но они тупые. Они изначально не вполне разумны. То есть есть принципиальная разница между юнитом и управленцем. В то время как одиночный Солярис точно так же не может Совершенно создать верно. никакую сеть и представляет из себя Он один... сам по себе разум, но, например, как ему экспансию проводить? Вот, допустим, ему надо завоевать Луну. Он от себя оторвет кусок и выбросит его в дальний космос. Сразу появится два субъекта разумных. То есть мы от концепции Соляриса сразу уходим. Хотя бы в двоичный этот самый мир. То есть у Соляриса есть принципиально неустранимые пороки из-за того, что он большой, и разум, и субъектность в нем одна, моно. Так сказать, монокль такой, блин. Так Хорошо. вот, а вот У нас только два типа общества возможны. я все-таки закончу Да. эту светлую мысль, почему человечество лучше. Модель человечества. Потому что огромное количество, 8 миллиардов разумных субъектов, ну, не все из них разумны, вот если положить руку на... Это Но мы тем не обсуждаем. менее. В норме человек разумен, самостоятелен, дееспособен, то есть обладает полноценной субъектностью. Вот. Мы получаем распределенную базу разумов, которые связаны между собой сетью. Я не имею в виду подключение нас вот к компьютеру через Нет, проводочек. нет, это- У нас другие социальные коммуникации, кстати, намного более совершенные, чем теоретическое вот это подключение мозгов в единую нейросетку. Может, мы до этого дойдем, но это разговор вообще отдельный и полуфантастический. Согласен. Но социальные связи чудесно заменяют нейросеть. Они даже лучше, потому что гибче. Мы переключаться можем. Так и есть. То есть мы можем выделить условных управленцев в отдельный кластер, они будут заниматься управлением. Собственно, государство – это особая социальная группа людей, профессионально занимающихся управлением. Вот их, это совершенно точно часть человечества, будем считать ее лучшей. Ну, у меня есть такое желание считать их лучше. Вот. Но они по возможности меньше, чем все человечество, потому что это часть. Но эта часть никуда не девается. Государство, эти специальные люди, занимающиеся профессиональным управлением, они в этом социуме, они от него не отрываются и имеют возможность задействовать творческий, интеллектуальный потенциал всего человечества. Вот это оптимальный, что называется, формат для социума. То есть мы не опускаем большинство в быдло. Думать не твоя собачья работа, мы за тебя думать будем. Не надо думать с нами тот, кто за нас решит. Вот. Ну, напомню предыдущие две строчки. А перед нами все цветет, за нами все горит. Вот к этому все и приводит такой формат. То есть это нормальный формат человечества, как вот единой социальной структуры, позволяет выделить специалистов по управлению. То есть мы можем принимать оперативные решения по любому вопросу. Мы идем сюда. Нет, сюда мы не идем, потому что возникло препятствие, которое мы не видели. Мы планируем отход. Это может делать штаб. Это не может делать все человечество. Да. Вы заколебетесь согласовывать управленческие решения, когда у вас 8 миллиардов решателей. Безусловно. Есть народная Должна быть мудрость, ставка. что работающий коллектив, где не выпадает никто, порядка 7 единиц. То есть, когда больше, полноценный диалог всех со всеми невозможен, кто-то будет провисать. Вот 7 человек, условно говоря, могут общаться одновременно, потому что больше не помещается в мозги. Вот 3 человека, 4 можно, Понимаю. а вот 20 человек в совете, значит, 7 человек будут обсуждать, а остальные будут слушать. Повесят ухи на гвоздь внимания. Вот. А если мы сохраняем прочные социальные связи между руководством, штабом, командованием и всеми остальными человечеством, мы опираемся, условно говоря, на все бубны, которые у нас есть. У нас есть штаб, у нас есть управление централизованное, мы можем планировать, управлять и все такое, и при этом мы можем опираться на совокупную творческую интеллектуальную мощь всех, кто разумен. Это позволяет задействовать максимум ресурсов в
В теории все, но теория вещь такая. Да. Вот. Условно. Кто-то обязательно уйдет в тень, кто-то не хочет работать, тем более думать, потому что думать – это самая сложная работа. На самом деле она потребляет больше всего энергии. Это да. Вот, как ни парадоксально. Вот, но тем не менее. Но этот формат оптимальный. И этот формат тождественно совпадает по модели с социализмом. Прекрасно. Для того, чтобы перейти к этой форме в день сегодняшний, я настойчиво, ну как у меня Да. там, что там, как говорится, вы же понимаете, если человек заразился какой-то идеей, его уже только выключить можно. Да. Так вот, чтобы перейти к Если этому... я что решил, то выпью обязательно. Обязательно, да. Лил на стены вино, бил хрустали, кофейный сервиз, растворивший окно просто выбросил вниз. В общем, ушел от ответа. Да. Развязали, но вилки попрятали. Для того, чтобы перейти к этой формации на новом витке истории, более осознанно, учтя все ошибки прошлого, надо, прошу прощения, вывести основную массу из состояния внушенного рабства. Откуда такое безволие? Ведь базово все все понимают. Имманентно присущий, простите за это самое, за ругательство. Да нет, бейте, что уж там, как говорится. Ну вот, но тем не менее. Вот мы только что дошли совокупно И вы ничего не поняли, сейчас я вам объясню. до светлой мысли, что вот эта максимально эффективная модель устройства общества, вот человечество с руководством, которое представляет из себя единый субъект. Да. Вот это оптимум. И это тождественно совпадает с социализмом. Да. То есть с обществом, построенным на приоритете общих интересов. А приоритет общих интересов, если кто думает, и чем занимаются пропагандисты с вражеской стороны, вот общие интересы предполагают как фундамент учет интересов частных. Потому что общество, вы не поверите, состоит из отдельных людей, индивидуумов. Если общие интересы игнорируют интересы своих собственных составляющих, из чего ты же и состоишь, это плохая идея. Ты рассыплешься. Если ты вот не просто приоритетные общие интересы, они вообще единственно возможные, а интересы всех составляющих не важны, мы не получим вот этого оптимума. Мы получим, опять-таки, в пределе тот же самый Солярис. Согласен. Есть куча промежуточных вариантов, но мы всегда рассматриваем тренд. Куда это приведет? Это приведет к Солярису. Мы утратим распределенные мозги, мы утратим распределенное творчество и упремся в тупик. И волю утратим здоровую. Правильно, потому что тогда, когда человек в согласии с обществом действует и мы развивается. должны будем уничтожить очень много чего, вплоть до биологического уровня. Ну, конечно, естественно. А ради чего жертвовать? Нет. Чтобы образовать общепланетный разум и плескаться в океане? Такого предмета нет. Но есть предмет, о котором я настойчиво говорю. Вот альтернативный и победивший на сегодняшний день формация – это как раз приоритет частных интересов над общими. Проблема этой формации неустранимая в том, что вы не можете защитить частный интерес без общего, потому что вы просто не соберете цивилизацию. Либо государство, если брать масштаб поменьше. Вы не можете защитить частный интерес без общего. Конечно. То есть мы говорим о том, что в нынешней победившей кривой формации капиталистической частный интерес вроде бы главенствует надо всем и давлеет формально, а фактически в любой момент может быть попираем, потому что нет того общего, которое по-настоящему честно этот интерес отстоит. Пещерный пример. Вот вы супер-пупер альфа. У вас самая большая дубина, вы самый косматый, самый активный, самый альфа, все самки мои, ну, короче говоря, супер-пупер. Да. Вы всех остальных настучали всем дубиной по башке, все затихли, молчат, идеальные рабы, вот, сидят по углам и трясутся. Вы гордый такой выходите, значит, из пещеры, вас встречает пещерный медведь, который больше вас в 4 раза, да. И тупо вас кушает. Почему? Потому что вы один против медведя, никто и звать вас никак. А вот вместе с племенем эти даже не пошевелятся в этой ситуации. Совершенно верно. А вместе с племенем вы на этих медведей охотитесь каждую неделю. Как рассказать обществу этот простой пример и донести его и через постулаты Общество не субъектное, и доносить ему что-либо бессмысленно. Тогда что делать для того, чтобы освободить человечество вот от этого состояния внушенного рабства? Социальные группы, которые являются носителями субъектности. В теории
и в свое время на практике, сейчас это уже не работает, политическими субъектами в обществе выступают политические партии. Ну, сейчас нет никаких партий. Я Сейчас думаю, нигде в мире. такое название есть, Ну, но название. именно политическая суть оттуда ушла. Это уже бюрократия. Это уже кукольный театр Повсеместно, Карабаса-Барабаса. как я понимаю, абсолютно везде. Но изначально политические партии возникли именно как выразители интереса части общества. Собственно, партия в переводе на русский язык и есть часть. Партай. Part-time – это когда частично включены, значит, ведущие колеса на джипе. Есть такая система привода. Здесь то же самое. То есть партия – это часть. И изначальный смысл партии, ну, общество почему не субъектно? Потому что в нем никогда не будет одной идеи на всех. Соглашусь. Ну, она может быть превалирующая, но... А превалирующая – это другой этап. Но изначально, вот, если берем общество, берем политически активную его часть, назовем его политическим авангардом или политическим классом, этот класс никогда не будет единый. Кто-то хочет блан-манже, кто-то хочет свиной хрящик. Их не помирить. И тогда? Вот. Тогда образуются партии, от слова «часть», то есть политическая организация, которая выражает интересы части общества, и поскольку эта самая часть имеет общие убеждения, у нас образуется политическая субъектность. Вот смысл партии. Через это можно транслировать. Совершенно верно. Как только у нас образуется политическая субъектность, у нас тут же отрастает структура. Потому что, условно говоря, мы не берем общество в виде дикого племени из 23 человек. Да. Там не очень интересная партийная структура будет, поверьте. Вот. Мы берем нормальную страну, где, допустим, 20 миллионов населения, 3 миллиона населения, 100 миллионов населения. Не важно. Общество. Значит, у нас люди, которые считают свою нацию выше всех, ну, нацизм, их какое-то количество миллионов. В конкретной стране их было изначально 6 миллионов. Вот. Это политическая партия, у нее есть лидер, фюрер. Этот фюрер получает мандат политический от своих сторонников, и сила этого мандата пропорциональна могуществу этой социальной группы, численности, ресурсам и так далее, и все да, такое. Да. Влиянию в обществе, месте в обществе. Пожалуйста. И фюрер этой нацистской партии начинает играть в политические игры. Я сейчас без политических, этических и прочих оценок просто... А это не оценочно. Вот другая партия. Вы приводите просто реальный страшный коммунисты. исторический пример. Их тупо больше, да. Или, может быть, меньше. Зависит от промышленной развитости страны. Потому что да. если у вас нет серьезной промышленности, у вас нет значимого пролетариата. Согласен. Мы сейчас берем, условно говоря, 19-й, начало 20-го. Да, базовый пример того времени. Когда это, собственно, возникло. Да. Вот, есть промышленные рабочие, у них есть определенное понимание этой жизни, и у них у большинства коммунистические убеждения. Опять образуется политическая субъектность, да. из которой вырастает политическая структура, которая может быть названа партией. В первом случае она будет официально и зарегистрируется в Бундестаге, извините, в Рейхстаге, вот, потому что в империи они живут. Коммунистов запретят, но коммунисты в силу того, что субъектность у них Рейхстаг отобрать не может, они будут политической силой, но вне публичной политики. И будут устраивать свою борьбу так, как умеют. И то, как их учат вожди. Согласен. Вот. То есть это получается, опять-таки, без оценок, без эмоций. Получается политическая система, где политические партии, даже разделенные на признанные и непризнанные, легальные и нелегальные, они вступают в политические отношения. И в случае каких-то событий, война, мировая война, пограничный конфликт, революция, гражданская война, вопрос о власти встает. У них есть политические инструменты, которыми они пользуются и выясняют отношения между собой. Это, что называется, и есть политика. Потому что политика – это высшая форма социальных отношений, потому что в ней выясняют отношения самые крупные, даже обладающие политической субъектностью силы, то есть это не просто толпа народу, а люди, которые имеют сходные убеждения, за которые они готовы платить. Я не имею в виду только деньги, там партийные взносы.
которые Это готовы вообще в последнюю очередь. впрягаться. Наших бьют, я выхожу, беру, что у меня есть из средств воздействия, Из и инструментария. защищаю своих. Давайте подведем итог эфира и дадим мост в следующий эфир. Устранить то, о чем я настойчиво вас докапываюсь весь эфир, вот это внушенное рабство, я услышал вас прекрасно, вы предельно четко изложили, можно одним только образом. Через единение на платформе какого-то социального сообщества. Партии нет ли сейчас партии? Я, с вашего позволения, проброшу мост на следующий эфир. Да. Там поподробнее. Вот. То, что я описал, это классика. Это норма для политики. Вы можете не любить своих политических противников, вплоть до того, что готовы в них стрелять на поражение. Но, во-первых, чувства строго взаимны. И возможности, кстати, Да тоже. уж, конечно. Вот. То есть, это пространство политическое, в котором возможны политические отношения и формирование устойчивых структур. Нынешняя система вырожденная. Она не предусматривает политику как таковую. Поэтому слово «политическая партия» сейчас скорее к обсценной лексике. Но социальное объединение возможно. Социум разрушить нельзя. Точнее, можно, но вы останетесь без общества, без государства, без цивилизации, без всего. А значит, и без возможно. голов тоже. Значит, социальное единение Совершенно возможно. верно. Вот невозможно уничтожить человечность без того, чтобы остаться без государства, без общества и вообще и без головы в конечном итоге. Вот давайте в следующий раз Так и вот, поговорим я о вот социальном объясню. единении. Вырожденное общество, оно в конечном итоге приходит к простейшей концепции. Есть люди, имеющие гордость называться с большой буквы, мы люди. И быдло, которое это право лишено, мы это сделали. Мы люди, а не быдло, мы так решили. Вот. Для того, чтобы управлять быдлом, его надо расчеловечивать. Во-первых, стрелять в равного любому человеку тяжело. Надо обязательно опустить противника ниже. Мы оба дворяне, но ты, сука, хам. Поэтому выходим на дуэль, и я, полыхая гневом, стреляю в вас на дуэли. Да, на поражение. Можно расчеловечить еще ниже, тогда можно обойтись без этих ненужных плясок и просто тупо прирезать при первой возможности. То есть разные степени. Но базовый подход обязательно нужно противника, в данном случае абсолютное большинство населения, опустить в быдло. Для того, чтобы это быдло не бунтовало, его нужно превратить в рабов. Рабы не бунтуют. Рабы бунтуют с единственной целью стать другими рабовладельцами. То есть это такое себе. По-разному, Спартак же. Но со Спартаком отдельная песня, поговорим. Это все Но туда. вот именно базовый, абсолютно неустранимое требование к обеспечению стабильности такого режима, то есть хозяева жизни и быдла ушаста, это расчеловечение тех, кто реально работает и производит общественный продукт, до уровня, чтобы они были безопасны и не способны к объединению. Лишить их политической составляющей. Это то, что вы назвали наведенным рабством. Отлично. Мы докопались до сути и пришли к общему знаменателю. Переносим это на следующий эфир. Я надеюсь, вы в ближайшие дни к нам выберетесь, потому что по мне так разговор интереснейший. До осени в Москве. Отлично. Это был Сергей Цветаев, шеф-редактор проекта «Эра», и мой замечательный гость, прекрасный собеседник и мудрый человек Евгений Юрьевич Варшавский, директор Института прикладной футурологии. Вы не покраснеете, потому что сколько я на вас не нападал, вы так и не покраснели. То есть совести у меня нет? Нет, как раз она у вас есть, и она безупречна. Не доказано. Спасибо. Совет передается тягу государственной власти.